Хотите посмотреть, как выглядит офис очень типичной американской компании и узнать продолжение истории о работе, почему нам приказали забрать все личные вещи и чем это все закончилось, смотрите это видео. Всем привет! С вами Таня Генерал на канале Субъективно об Америке. Продолжение истории про продажу компании, сокращение сотрудников, не продажу компании. Ссылки на все предыдущие 3 видео. Это уже у нас получается сага об американской работе. Ссылки все будут вот здесь и в описании. Ну а я в 3 словах расскажу вам, что же происходит. Позади меня офис, куда 8 лет назад я прибежала на свою первую американскую работу на трясущихся, подгибающихся ножках. Мне было очень страшно, потому что первая американская работа – это всегда самая трудная работа. Когда вам нужно преодолеть вот это вот сопротивление, когда вам нужно доказать, что вы достойны, что вы способны, несмотря на отсутствие американского опыта работы, когда вам надо справиться с синдромом самозванца, когда вам надо справиться с языковым барьером. Как сейчас помню, я вышла с первого интервью с моим сейчасшним боссом, через 2 часа. Мне не верилось, что прошло 2 часа, и все это время я была способна поддерживать разговор. Но как сейчас помню, я мочила там, конечно, корки. Допустим, он меня спросил, в какой программе мы оперировали базами данных. Я сказала, в такой программе вам надо конкретное название, и вместо названия, допустим, name, or label, or title, я почему-то сказала table. Do you want to know the table? Я не знаю, что он подумал, но, видимо, что-то во мне, в моих трясущихся ножках и дрожащем голосе дало ему повод думать, что все будет хорошо. И так 8 лет мы, в общем-то, были счастливы вместе. На прошлой неделе нам всем пришло сообщение от отдела кадров о том, что всем нужно срочно собрать ноги в руки и забрать все личные вещи из офиса до 31 января. И это было очень тревожным сигналом. Все напряглись, все испугались, все задрожали. Но на самом деле оказалось все не так плохо. Оказалось, что просто отказались от аренды офиса уже навсегда. Мы теперь всегда будем работать удаленно. И предложили, так как офис больше никому не нужен, предложили всем, кому нужно, забрать все, что им нужно. Нам кое-что было нужно. Давно забытые ощущения, давно забытые чувства. Работа из дома, конечно, имеет массу преимуществ. Но офис был тоже прекрасным и приятным. Заходим, тут нас встречает вот такая вот зона приемная. Вот так у нас тут все хорошо. Еще идут старинные часы. Кстати, на час отстают, так и не перевели время здесь когда-то. И темнотища. Свет хоть включить. Мой офис! Та-да-да-дам! Раньше на двери была табличка с очень старым еще моим именем, но после смены имени первое же, что я сделала, я попросила поменять табличку. Табличку забираем. Забираем табличку. Ну и весь, конечно же, офисный сетап едет теперь домой в новый офис со стульями, мусорной корзиной, всеми украшениями. Вот эта собака приехала со мной из Москвы. И пережила она даже Харви. И кружка эта тоже пережила Харви. Ну и так, в общих чертах про офис типичной американской компании. Как вы видите, они в основном все располагаются по принципу прямоугольника, где со стороны улицы есть кабинеты, у которых у этих счастливчиков есть окна. И внутри тоже есть кабинеты. У этих счастливчиков нет никаких окон. Моего босса кабинет. Привет, босс. Холькин кабинет. На кухне. Что у нас на кухне? На кухне тоже все вот это вот предлагается к самостоятельному вывозу и самостоятельному забору, если это представляет для вас интерес, вплоть до мусорок. Холодильники, по-моему, нет. Холодильники, по-моему, местные, принадлежат офисному зданию. Микроволновки, тостеры, кофемашины. Кофемашину, что ли, взять? Айсмейкер. За айсмейкер уже развернулась настоящая борьба. Всякие вот эти тумбочки, столы, может, часы.
Самое интересное, что ничего не надо. Я тоже сначала раскатала такая губу, думаю, поеду первая, все сохватаю, живу тут близко же, ближе всех. А мне же ничего не надо. Ах, горе за счастье. Вот так вот и бывает. Бери, что хочешь, приходи, что хочешь, а ничего не надо. Может, хоть лампу? Так и лампа мне не нужна. Ничего мне не нужно. Счастливый я человек. Может, хоть банку вот такую красивую. Конференц-рум тоже куча всего, видите, всякого. Всякого. Это пока все еще на балансе у компании, но однозначно оно им даром не нужно. И, в общем, тоже предлагается к рассмотрению. Надо подумать, может, что-нибудь мне тоже и здесь нужно. Вот тумбочка красивенькая. Цивильненько, обустроена. Расставаться очень жалко. Но реалии современные приводят к тому, что все эти офисы больше никому не нужны. И это бессмысленная трата времени. Это конкретно офисное здание 2 года было во владении нашей компании, когда мы вообще этим не пользовались. Никто сюда никогда не приходил, никто здесь ничего не делал. И это просто бессмысленная трата времени, как вы понимаете. Ну и, конечно же, IT-компаниям, как никому другому, сам Бог велел работать из дома. Картина очень забавная. Попросить себе, что ли, эту картину. Раздают все, разрешают брать все, что хочешь. Главное, согласовать это с HR-менеджером, что тебе вот приглянулось что-нибудь. Она говорит, да забирайте. Ну вот так вот. Вот и забираем. До свидания, офис. Работа в тестировании программного обеспечения просто прекрасно. Хорошо платят, тепло, светло, и мухи не кусают. Можно работать удаленно, можно работать в пижаме. Просто красота. И в том числе это отличный вариант для смены профессии в любом возрасте. Если вам интересно узнать побольше об этой специальности, вам прямая дорога на бесплатный вебинар школы Тест Про, который состоится 10 февраля. Этот вебинар будет проводить человек, сделавший головокружительную карьеру в этой профессии за несколько лет. Денис удивительно приятный и харизматичный человек. Если вы будете учиться в этой школе, не говорите ему, что я это сказала, но я пока у них училась, я была в него немножечко тайно влюблена. Вы когда увидите, вы, скорее всего, поймете почему. На самом вебинаре вы получите исчерпывающую информацию про саму специальность, про перспективы обучения. И дальше уже начнется непосредственно первый урок и обучение профессии с первой бесплатной неделей. Красота и прелесть курса школы Тест Про в том, что их главная задача – получение новой работы. Это значит, что вам не только покажут, как работать, но и научат, как подготовить резюме и пройти собеседование. Помимо этого, у них есть возможность принять вас на работу удаленно в один из их проектов. И они используют самую прогрессивную методику обучения с использованием гибкой методики Agile Scrum. Это, кстати, очень ценная штука. Я сама это пробовала и очень рекомендую. Плюсы регистрации на бесплатную неделю в том, что это полноценная неделя обучения, не просто какие-то рекламные материалы. При регистрации на эту неделю вас никто не вынуждает оплачивать курс прямо сейчас. Вы можете оплатить и после первой бесплатной недели, только цена будет немножечко выше. Также за это время вы прекрасно сориентируетесь и сможете понять тонкости и особенности профессии и принять окончательное решение. Никаких предварительных оплат. Начните с регистрации и просмотра вебинара. Познакомьтесь с профессией, воспользуйтесь возможностью бесплатной недели и окунитесь в прекрасный мир возможностей, которые предоставляет профессия тестировщика программного обеспечения. Но и не забывайте при оплате курса, когда вы примете решение, использовать мой код Таня Генерал. Тогда вам будет хорошенькая скидка. Удачи вам! Встретимся все на этой стороне. Да, вот этот комплект позади меня, я тоже на него долго облизывалась. Такая, смотрите, богатая, роскошная мебель, такое прям по-царски все. Но потом поняла, что, у меня все есть, мне ничего не надо.
Поэтому ограничилась пачкой салфеток Kleenex в машину. Мониторы уже увезла, офис уже оборудовала и обставила в новом месте, где у меня теперь будет мое новое местоположение. Совсем скоро вы увидите уже видео с совершенно другим бэкграундом. Ну и напоследок мои собственные соображения по поводу работы и по поводу вообще перемен в жизни. Действительно, страшнее всего любые перемены только в тех случаях, если вы никогда еще через них не проходили и вы не знаете, на что вы способны. Когда вы знаете, что вы прекрасно способны справиться с любыми переменами, с любыми ураганами, морозами, наводнениями, сменой работы, переездом с одного континента на другой, то в принципе любые перемены, они просто воспринимаются как, ну такое, да, одномоментное какое-то состояние, немножко стресса, это нормально, естественно. А потом начинаешь думать, а как я там раньше-то все это делала? Раньше я делала все вот так. Сейчас несравненно выигрышнее у меня, конечно же, положение, потому что работа все еще есть, деньги на счет приходят регулярно, и при этом есть достаточно много времени на то, чтобы заниматься поиском другой работы мечты. Поэтому вещи забрали. С офисом потихонечку прощаемся, наверное, еще приедем посмотреть, тут кое-что открутить. Мне очень хочется взять здесь, уточнить, конечно, надо сначала в отделе кадров, но, знаете, такой держатель для нескольких мониторов, потому что у меня теперь мониторов целая куча. Будет прикольно, наверное, выглядеть, но надо узнать, можно ли его взять, потому что, ну, оно же все равно никому не нужно. Или просто надо свой купить, правда же? Че крохоборничать? Вот, на этом у меня сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю вам, что по поводу работы у меня целый плейлист, который так и называется «Карьера в QA». Найти его можно вот здесь. Ссылки на предыдущие видео, на всю историю про работу будут в описании. У меня на сегодня все. Не забывайте, что ваши лайки и перепосты, и комментарии – лучшая благодарность мне. Это показывает YouTube, что я здесь не зря размахиваю руками и выворачиваюсь наизнанку, когда рассказываю вам о чем-то очень личном, и помогает продвигаться моему каналу. Я вам за это буду очень благодарна. Далеко не уходите, впереди еще очень много интересного. Пока-пока! Ну вот и все. Вы можете уходить. Царь сделал свое дело, царь может быть свободен. Пока-пока, дорогая моя любимая работка. Ждем следующую. Бай! Уходя, закройте дверь.